Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360. Ухелянд бежал с окраины, шапка. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Хейтеры с кисточкой. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, не лысый таксист. Спасибо, что посетили каналчик. Да, каналчик, так как он еще маленький, поэтому каналчик. Фу, столько информации я перекопал, пересмотрел, вы просто не представляете. Голова уже кругом едет. Так, ну что, к роликам перейдем. Вы догадались уже по названию ролика, по превью, что будет. А будет что? Что будет с украинцами? Давайте посмотрим ролик. Но перед этим вы видите два QR-кода. Это мой музыкальный и влоговый канал. Также найдете ссылки в описании под этим роликом. Если понравится, посмотрите. Нет, ну, пройдете, значит, мимо. Также видите QR-код телеграм-канала. Канал был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим мнением, оставить ссылку или какой-нибудь ролик, да, или просто с народом пообщаться. Народ адекватный, конструктивный, общаются на различные темы. Ну а теперь давайте посмотрим. Я нашел 3 ролика, сделал подборочку, нарезочку. Что будет с украинцами в Европе? Поехали! Ну что, мои дорогие соотечественники за рубежом, мы или готовимся работать, а даже не работать, а вкалывать на тех работах, которые нам предлагают в Европе, и не ноем, что нам тяжело, или готовим чемоданы на выход. Европейская комиссия и Совет Европейского Союза утвердили финальный план, в котором написано, что временная защита украинцев прекращается после 4 марта 2027 года. И никаких автоматических продлений не будет. Еврокомиссия рекомендовала отдельным странам переводить людей на постоянные статусы. Это по работе, бизнесу или учебе. Будет назначен координатор, который будет следить за тем, чтобы не были нарушены права человека. Уже созданы специальные такие центры, которые будут помогать выбрать путь человеку. Или он будет легализоваться через учебу, бизнес и работу, или же он покидает страны ЕС. Или же он покидает страны ЕС. Ну, хороший посыл. И уезжает в Украину. Так что те, которые сидели просто на пособие, не работали, не учились, халява будет прекращена. Никаких автоматических продлений пребывания украинцев после марта 2027 года не будет. Подписывайтесь, продвигайте, комментируйте. Подписывайтесь, продвигайте, комментируйте. Слова этой женщины, да, я им и говорю вам, но про свой канал. Женщина назвала это обращение, этот ролик «Халява прекращается». Ну да, это было бы, может, так прикольно, если бы это был единственный ролик. А вот нет, ребятки, нет. Я вам покажу сейчас еще один ролик. Очень много роликов таких гуляет по просторам интернета. И все это набирает оборот такой, знаете, как снежный ком. Он все катится, и письма счастья-то прилетают, и все рассказывают. Давайте послушаем еще одну женщину. BBC News не пророссийское издание, с точностью до наоборот. Да, мы знаем. Но они опубликовали статью о том, о чем я украинцам рассказываю с марта 2022 года. Европа готовится к избавлению от украинцев. Это уже четко, иносказательно, мягенько пока, но уже BBC написали. Все то же самое, что я рассказываю. Все люди, которые будут числиться по 24 параграфу, в отношении них они что-нибудь придумают. Чем быстрее украинцы сменят свой статус по работе, по учебе, по семье, любой другой, кроме 24 параграфа, тем больше шансов, что их оставят. Но это будет сложно сделать всем. Я не говорю, что все, но в большинстве это будет людям сложно сделать. Так что готовимся к глобальным переселениям.
Ну, тут еще есть одно «но», о котором в этой статье не написано, но я, опять же, вам предсказываю. Даже все те, кто въехали по 24 параграфу, впоследствии будут подлежать депортации. Те, кто сменили статус или въехали, сразу получили какие-то статусы студенческие, рабочие, какое-то время отработали, например, до 23-го, до 24-го года, да, их, скорее всего, не коснется. Но уже вот с 24-го года, с 25-го года вообще очень много разговоров идет о том, что надо как-то заставлять украинцев работать, потому что все те, кто сидят на 24-м параграфе, почему они это делают? Они получают пособие. Ключевое слово пособие. И очень давно. Более того, так иносказательно, очень иносказательно, как любят европейцы, поднимается вопрос о проверке объема недвижимости, который остался на Украине. Ведь не зря же они заводят вот эту тему. Да, я снимал уже ролик, я вам показывал про недвижимость. Получая здесь, то есть социальные выплаты, там имеют недвижимость и до 500 000, и до 1 000 000 доходит. Ну, опять же, не все, но есть такие кандидаты, да, приезжают просто тут заработать денег на пособиях. Слушаем дальше. Про области, которые не опасны. Почему? Потому что там практически у всех квартиры, и эти квартиры не пустуют. В них кто-то живут и платит аренду. Но ни одну налоговую декларацию ни один украинец не сдал, в котором бы указывал доходы, получаемые на Украине. А это обязанность. Стопроцентная гарантия, что как только переменится ветер, а Узмовский пролив сифонит в разные стороны, и все сейчас будет глубочайший экономический кризис, что обычно думают и любят делать европейцы? Искать налоги. Сейчас пока приехали представители Дубая, французы с Дубая возвращаются, сейчас они будут платить УРСАФ, но это тоже очень быстро сажаются, потому что аппетиты чиновников, аппетиты властимущих, они необъемные. И начнут потрошить украинцев. Причем, еще раз вам обращаю внимание, вот сейчас в апреле будет налоговая декларация. Старайтесь здраво рассудить. Не думайте, что вот европейцы такие дурачки, не умеют считать денежки. Отчитывайтесь очень грамотно и не забывайте, что у вас есть доходы на Украине. Когда вы сами их укажете, штрафных санкций у вас не будет. Когда найдет Европа, она это все обязательно найдет. Ну, Николя Саркози посадили за проблемы финансовые, которые были больше 10 лет назад. То есть они поднимут, вы уже забудете про это все, а европейцы не забудут. И вообще очень аккуратненько и очень внимательно, я вот эти скрины разместила, можете найти эту статью, почитайте ее со всей серьезностью, потому что BBC отличается очень хорошей аналитикой, изданной вовремя, когда еще можно где-то чего-то там сделать. И еще раз напоминаю, статейка вышла тогда, когда начинается налоговая отчетность по доходам у обычных граждан. Даже если вы беженцы, сдавать налоговую отчетность никто вам не запрещает. Об этом нигде не говорится, но иносказательно это подразумевается. Она права. Да, в Европе надо за все отчитываться, за все. То есть, что реклерунг, ну, как мы делаем каждый год в конце года, бывает, кто-то уже в течение года платит наперед. Это не так все просто, как они думали. 2 тиктока сделал, денежку скассировал и ничего не указал. С этого все начинается. Ребят, ваше мнение вы напишите. Чем это все закончится? Я знаю, есть среди вас аналитики, умные люди такие, да. Мне просто интересно будет почитать. Ну и чтобы не быть голословным, я еще один ролик поставлю теперь про Норвегию. Давайте посмотрим. Очень интересно объясняется. Я получила официальный ответ от Министерства юстиции Норвегии. Не слухи, не пересказ, письмо с подписью и печатью. В ответ на запрос, который я подала от имени организации «Наша Норге». Стоп. Она подала запрос Норвегии. Окей, послушаем, что за запрос.
От имени своей компании Багоев Консалтинг и как медийная личность, у которого 35 тысяч подписчиков в русскоязычной аудитории, большинство из них украинцы с коллективной защитой. Я запрашивала ответы на вопросы, которые тревожат тысячи украинцев в Норвегии. И спойлер, ответ шокировал даже меня. Надежды многих не оправданы. Сейчас расскажу все подробнее, а вы пока подписывайтесь, чтобы быть в курсе своих прав и законов здесь. Итак, 3 главные вещи из этого письма. Первое. Я спросила про продлится ли коллективная защита и выдается ли она всем на 5 лет. Стоп. Продлится. Ну, они уже официально сказали. Защита до 27 года. Так, значит, пишут еще письмо. А вдруг продлится? Ну, авось, да? Ну, хотели бы узнать больше. Ну, ладно, послушаем ответ. Ответ очевидный. Коллективная защита продлевается максимум до 5 лет, только в том случае, если статус коллективной защиты все еще активен в Норвегии. Второе. Я спросила, будет ли какая-то специальная схема для украинцев после отмены коллективной защиты. Стоп. То есть, я уже не первый раз слышу такое. Специальная схема для украинцев. То есть, если другие приезжают, беженцы, для них нет ничего специального. А вот для украинцев должна быть специальная схема, чтобы остаться в Европе любыми путями. Должна быть специальная схема. Не как у всех людей. Ну, я надеюсь, тебе дали правильный ответ. Давайте послушаем. Ответ министерства прямой. Никаких специальных схем на сегодняшний момент не планируется и над ними не работается, и их нет. После отмены вы в общей очереди, как любой иностранец из третьей страны, можете подаваться на те виды виз, которые существуют сегодня. Рабочая ВНЖ, учеба, либо семейное воссоединение. Стандартные основания, никакого особого пути и никаких льгот. Третье, я спросила, какова официальная позиция правительства по украинцам в целом. Ответ написан черным по белому. Украинцы в Норвегии временно и должны вернуться домой. Ключевое слово – временно. Это не политическое заявление на камеру, это официальный документ в ответ на прямой вопрос с подписью Министерства юстиции. Что делать прямо сейчас? Не ждать. Думать уже сегодня, какое у вас основание для обычного ВНЖ, если защиту отменят. Работа, учеба, которая, кстати, не ведет в ПМЖ, отношения. Те, кто начнет готовиться сейчас, будут в другой позиции, чем те, кто узнает об этом в последний момент. Сам документ показываю, сохраняйте, присылайте тем, кому это важно. Это касается многих. Вот, ребятки, такие новости грядут у нас, да, все и больше разных законов выходит. Многие, конечно, я знаю, мечтают, да, и где-то что-то слушок пройдет, они это свои мечты думают, да, это все сбудется и относятся к этому все так. Нет, не так все это просто. Нет специальных защит. Все будет делаться так, как предполагается законом в Европе. Так что грядет глобальное переселение. Напишите теперь вы ваше мнение, как вам нравятся такие законы, или, а может, кому-то не нравится, а может, кто-то до потолка прыгает от радости. Я почитаю с вами, обсудим, обязательно обсудим. Ну, спасибо, что досмотрели до конца. Огромное спасибо. Комментарии оставляем конструктивные, чтобы YouTube их не банил. Я стираю некоторые, не то что комментарии, я в бан сразу кидаю людей, которые переходят на личности, на оскорбления, то да. А так в основном комментарии все остаются на ютубе. Ну, спасибо, что смотрел до конца. Всем хорошего дня. Удачи.